Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание одному из главных христианских праздников – Благовещения. Поговорим о том, какие есть народные приметы на этот великий день и на великий праздник, и на что особенно следует обратить внимание каждому человеку в этот день. Все далее более подробно в этом видео. Итак, друзья, 7 апреля в православном календаре отмечают День Благовещения Пресвятой Богородицы. Само слово «Благовещение» означает праздник или благая, добрая весть или извещение. И согласно истории, в этот день архангел Гавриил явился во сне Святой Деве Марии и поведал ей прекрасную новость о скором рождении Иисуса Христа, Сына Божьего и Спасителя мира. С детства Святая Дева Мария воспитывалась в храме, где училась, следила за территорией, молилась и постилась. По правилам и законам храма после 14 лет Дева Мария должна была покинуть священный храм, как достигшая совершеннолетия, и далее решать, по какому пути ей идти далее. У нее был выбор: выходить замуж или же возвращаться в свой старый дом к родителям. Конечно же, храм не хотел расставаться со святой, священники хотели выдать ее замуж. Но Мария стояла на своем и придерживалась своей позиции, говорила про обещание Богу и что останется при любых раскладах навсегда девою. Так и вела далее Святая Дева свою обычную, скромную и преданную жизнь при храме. Спустя время, когда дева читала священное писание, к ней явился архангел Гавриил. Он был ей промолвил: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». И отныне на Руси в этот день ходили и ходят по сей день святить хлеб. По народным примете и вере в день Благовещения, а именно 7 апреля, сам Иисус Христос благословляет нашу с вами землю и все, что на ней растет и, конечно же, обитает вокруг нас. С давнего времени появилась и традиция заговаривать, молиться и освящать крупы, саженцы, семена, которые потом были использованы для посева. После такого обряда и сеяли даже в определенное время и по определенным правилам, а знающие в этом деле люди говорили: «Кто рано сеет, семян не теряет». В народе отмечали и Благовещенские морозы или просто Благовещение, говорили, что это самый большой праздник у Бога. Также народ говорил, что это праздник еще очень известен своими благовещенскими морозами, и зима третий раз встречается с весной. Таял вокруг снежный покров, с крыш стекала вода, и с этого дня осталось всего 40 холодных утренников или дней. На Благовещение люди старались отречь себя и родных от работы, так как это праздник Божий, а исходить обязательно в этот день нужно было в церковь. Ходила по селам даже такая поговорка: «Птица гнезда не вьет, краснодевица косы не плетет». На улице были большие гуляния, конкурсы, хороводы, люди не жалели ничего. Выносили из дома последние наломающиеся столы из-за еды и гуляли до утра. Старались не наряжаться в новое в этот праздник, так как по народной примете одежда окажется либо порванной, либо грязной с ног и до головы. Поэтому все одевались скромно, и новые вещи по традиции этого праздника оставляли на дальнейшие гуляния. На праздник Дня Благовещения нельзя было долго и тщательно расчесывать волосы. Говорили, что это может привести к их сечению. Они могли стать резко сухими или даже могло это все привести к выпадению. Даже у воров в это время была своя традиция, и в этот день старались в этот день воровать, так как говорили, что настигнет их большая удача, а люди в ночь не тушили в свет в домах.
Это связано, конечно, что и местными ворами свет отпугивал их и заставлял обходить стороной такие дома. Но была еще одна народная примета, связанная со светом ночью. Люди говорили, что не туши огней в избе своей на ночь, лучше уродец олен, не выжжет молнией твои постройки, и урожай будет грядущий хороший. Под сам праздник Благовещения ночью был такой обряд, когда доставали свои соломенные матрасы и демонстративно сжигали, прыгали и бегали через костры и окуривали платья. Все это делалось с большой радостью и улыбкой, чтобы в дальнейшем избавиться от болезней, быть счастливым, привлечь богатство и уберечь себя и своих близких от черного колдовства. Знающие женщины под вечер пережигали соль в печах своих, а после ее лечили многие болезни, а также изгоняли разных духов и колдовали. Что же касается скота, для их лечения, то пекли небольшие хлеба и булки для них, заговаривали, а потом давали для лечения или предотвращения каких-либо болезней. По рассказам, именно этот день и предопределял весь год. Если весна решила прийти и наступить раньше Благовещения, то впереди еще ожидались небольшие заморозки и морозы. Если на улице среди домов наблюдалось много луж, уверяли, что будет отличный урожай грибов и ржи. А когда гремела гроза 7 апреля, это был знак того, что будет безумно теплое лето и отличный урожай орехов. Люди очень ждали весну и солнца, поэтому если на Благовещение солнце светило ярко, а небо было безоблачно, то летом часто будут дожди и грозы. Солнечная погода несла улыбки и радость не только местному народу, но и животным, которые паслись на лужайке возле дома. Теплое яркое солнце давало понять предкам, что в этом году можно было ждать хороший урожай пшеницы. Когда к ночи на небе было видно мало звезд, то это говорило о том, что яиц тоже будет очень мало. А вот если днем были замечены благовещенские ветра, туман и иней, ждите урожайного лета. А вот золу, собранную на Благовещение, не выкидывали. Ее собирали по домам и дворам, складывали в одно место и использовали как удобрение для огородных растений, в том числе капусты, когда она портилась или болела, то обязательно должны были посыпать именно этой святой золой. Ходит и смешное поверье, традиционно связанное с 40 утренниками, и звучит оно так. Дабы весь год муж баловал, любил и халил свою жену, мудрая девушка в праздник Святого Благовещения с утра и до поздней ночи должна была ласкательно называть своего мужа 40 раз «милый». Праздник Благовещения – это великий большой день, это праздничный день, и это повод для радости и веселья. За долгие годы наши предки выработали свои какие-то определенные правила и знали о том, как же правильно лучше вести себя и что лучше делать в этот день. Поэтому в этот день в семье должны обязательно царить мир и гармония. Не стоит в этот день ругаться, ссориться, постарайтесь как можно больше времени провести в общении друг с другом. Также во время такого большого праздника, как Благовещение, нельзя убираться в доме, работать, и также нельзя в огороде что-либо делать. Стоит отказаться сегодня даже от стирки и мытья посуды. В Благовещение девушкам нельзя было заплетать косы, шить или вязать. Это действие также относится к труду. Поэтому, кстати, обращаем ваше внимание, что 7 апреля это время нести благие вести. Поэтому в этот день особенно приветствуются занятия благотворительностью и пожертвования в помощь нуждающимся. Также было бы здорово, если вы бы смогли навестить 7 апреля своих родственников, близких, друзей. И к малознакомым людям в гости лучше в этот день не ходить и у себя дома их не принимать. Также ни в коем случае нельзя брать и давать деньги в долг, иначе весь год деньги просто водиться не будут.
Вы знаете, один из символов этого праздника является просфора. Поэтому после утреннего богослужения верующие обязательно должны были принести из церкви домой несколько просфор. Их съедали во время праздничного застолья и считалось, что это к удаче. А оставшиеся крошечки подсыпали в еду домашним животным. Считалось, что именно так никто не будет болеть. Существовала еще одна интересная традиция, связанная с освященными хлебцами. 7 апреля перед ужином в одной из просфор прятали монетку. За столом, когда собиралась вся семья, каждый брал себе по хлебцу. Там тот, кому попалась просфора с сюрпризом, весь год будет преуспевать во всех начинаниях. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 7 апреля 2022 года. По лунному календарю, друзья, у нас с вами 7 и 8 лунные дни. А растущая луна в знаке зодиака Близнецы. Вы знаете, сегодня один из самых удачных для работы и бизнеса дней. Хотя следует отметить, что и провокационный в какой-то степени. Сегодня можно буквально свернуть горы. Слова, как никогда, приобретают магическую силу. Вся окружающая природа очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное. Возможно, что все сказанное притворится в жизнь, и хорошее, и плохое, а все пожелания вслух себе и окружающим осуществлятся. Помните, что зло сегодня особенно наказуемо, поэтому употребляйте слова и выражения достаточно осторожно. Сказанное дурное пожелание непременно вернется бумерангом. Считается, что сегодня удача сопутствует мудрым и справедливым людям. Этот день является и энергетическим пиком, наивысшей точкой развития, эволюции и самосовершенствования. Если сосредоточиться, то можно почувствовать небывалый подъем всех своих душевных и физических сил. И теперь главное – мудро реализовать их, направить всю энергию на созидание фундамента той основы, которую можно будет ощутить под ногами в самые трудные моменты. Пора воплотить в жизнь хороший проект, давно задуманное дело, на которое раньше просто не хватило сил и решимости. Сегодня активный и удачный день для всех честных и порядочных людей. День хорош и для новых приобретений. Покупка, сделанная сегодня, принесет вам радость и удовлетворение. Более того, вполне вероятно, что ваша сегодняшняя молитва точно будет услышана. Во второй половине этого дня Луны особенно необходима будет собранность, организованность, ответственность, чтобы усилия первой половины дня не пошли прахом. Далее, что касательно стрижки, несмотря на тот факт, что Луна входит в растущую фазу и стриженные в 7-й лунный день волосы быстро отрастут, делать стрижку сегодня не рекомендуется. Вашей внешности ничего не грозит, но здоровье может быть ослаблено. С другой стороны, эта процедура поможет раскрыть в себе интуицию или, как вариант, увидеть вещий сон. Окраска волос повысит вашу притягательность. Сегодня лучшим решением будет порадовать себя и своего мужчину легкими завитыми локонами. Вы удивитесь, но именно кудрявые волосы принесут вам удачу, повысят стрессоустойчивость и увеличат количество энергии. Это усилит энергетику природы. Особенно опасно в этот день обманывать и лукавить. Ложь сегодня обладает большой разрушительной силой. Нельзя ни в коем случае произносить сегодня грязных, негативных слов. Не стоит также бить посуду, рвать бумагу и какие бы то ни было письма. А вот увидеть во сне сегодня у боевого петуха знак возможной близкой беды для человека или для его близких. Вот, друзья, у нас с вами такой будет день 7 апреля 2022 года.